Приветствую. Ну что, уклонисты, попались? Адвоката уже задержали в ТЦК. Вот. И что по итогу? Открыли уголовное производство. Но суть. Адвокат пришел в территориальный центр комплектования и социальной поддержки к своему клиенту, чтобы принести ему какие-то документы. Ну, наверное, там заставляли пройти эту военно-врачебную комиссию, да? И, наверное, может, какие-то медицинские документы, может, что-то еще. Ну, то есть, адвокат выполнял непосредственно свою деятельность адвокатскую, да, предоставлял правовую помощь клиенту, принес документы. Но работники территориального центра комплектования сообщили адвокату, что он не может покинуть помещение, и при этом не назвали никаких причин. На протяжении некоторого времени держали человека, потом завели к руководителю этого центра и закрыли двери. Ну, то есть тут описано так в новости, как будто его еще и лишили свободы. Вооруженные работники были, и что? Начальник сказал, что я вас никуда не отпускаю. Вот. И начал выписывать и вручил повестку, понимаете? То есть все по закону. Но адвокат был не согласен и, видимо, обратился не только в Комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины по защите прав адвокатов и гарантии адвокатской деятельности, но и еще и с заявлением в ДБР. ДБР, как всегда, что сделала? Отказала внести сведения в единый государственный реестр досудебных расследований, поэтому адвокат, видимо, обратился потом в Печерский районный суд и внес сведения в единый государственный реестр досудебных расследований. Ну, суд обязал ДБР внести эти сведения, да, по статье 426.1 Уголовного кодекса. А это что? Это превышение военнослужебным лицом власти или служебных полномочий. Часть первая. Превышение военнослужебным лицом власти или служебных полномочий. Умышленное совершение действий, которые явно выходят за границы наданных ему полномочий. Понимаете? И что тут? Ограничение воли на срок от 2 до 5 лет. Или лишение свободы на той же самый срок. Поэтому что? Будем наблюдать за происходящим. Ну, ДБР сообщает, что расследование как бы триває, да? Вживаются заходы, которые дают объективно, полно расследовать это дело, да? Интересно, интересно, интересно. Сколько еще таких будет фактов в отношении адвокатов, в отношении людей, которые не имеют специального статуса, да? Ну, здесь это просто... Я вообще просто не понимаю, как можно, каким надо быть начальником, чтобы додуматься до такого. Человеку дают правовую помощь, дают документы какие-то. Этот же человек, скорее всего, тоже был таким же образом там задержан. То есть позвонили адвокату, он приехал. Честно говоря, я думаю, тут еще какие-то ряд статей надо, и препятствование адвокатской деятельности. Вот. По моему глубокому убеждению, вообще, адвокаты должны тоже иметь право на отсрочку в эту статью 23 закона о мобилизации, мобилизационной подготовке и мобилизации. Нужно вносить изменения. Почему? Потому что это уже не первый случай, когда территориальные центры комплектования, даже в тех случаях, когда у адвоката есть право на отсрочку, да, там есть документы, которые ему дают это. Все равно приходят там на обыск, начинают повестки вручать, вызывать, там, то есть отвлекают, да, ну, грубо говоря. Да и вообще, кто сейчас вообще там внимание обращает? Есть у тебя отсрочка? Нет. Посадили в бусик, отвезли. Будешь ты там своей корочкой этой адвокатской махать. Ой, ну, в общем, как-то так.